акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем люпины. Название люпинов произошло от латинского слова lupus, что означает волк. По старым поверьям, из люпина можно было приготовить настойку, с помощью которой человек мог превратиться в волка. Также люпин символизирует небесные чары и цветы духа. Приступаем к рисованию цветков люпина. Для рисования цветков мы используем с вами мягкую кисть с достаточным количеством на ней воды, влаги, но так, чтобы ничего не потекло. Излишки влаги мы всегда можем убрать с вами об салфетку. Мазок кисти, который мы при этом используем. Мы прижимаем кисть, сначала ее кончик, ставя кисть как бы полубоком, ребром, и затем двигаем кисть, все более ее прижимая, и делаем такой немного закругленный мазок. Делаем таких мазков несколько, группируем их по нескольку рядом и затем начинаем наращивать снизу вверх форму, похожую на пирамиду или трапецию, или такой конус. Как вы видите, цветки, они не всегда стоят вытянуто прямо. Их концы могут быть весьма загнуты. Поскольку сами цветки достаточно объемные и могут быть даже тяжелыми, поэтому их верхушки могут очень красиво наклоняться и изгибаться. Когда вы рисуете цветки, старайтесь пересекать их грозди между собой, потому что пересечение дает нам объем. Как вы видите, мы рисуем цветки в нескольких их цветовых возможных вариантах. Сиреневый, розовый, и будем также рисовать желтый. Как можно чаще меняйте оттенки того цвета, который вы используете. Например, когда рисуете красный люпин, меняйте от светло-розового до темно-красного, даже с примесью желтого и немного оранжевого. Как вы видите, что кончики гроздей цветков люпина, они немного зеленоватые, поскольку еще, может быть, и не дозрели, а к низу они более насыщенные по цвету. Теперь рисуем листья. Для этого мы возьмем два оттенка зеленого на кисти, светлый как основной, более темный на кончик. Как вы видите, листья изображаются в виде линий разных по толщине и длине, которые стремятся к одному центру. Для рисования таких линий мы прижимаем кисть, либо ее кончик, либо кисть до половины, либо кисть целиком, в зависимости от того, какой толщины нам нужно получить часть листа, и затем проводим уверенную линию, которая стремится к единому центру. Делаем таких линий несколько и получаем лист. Группируйте их, как это вам кажется, достаточно красивым и уместным, и не забывайте пересекать объекты между собой для получения объема. А теперь, когда цветки немного подсохли, мы рисуем стебли цветков, стебли и малые веточки, и на которых держатся, собственно говоря, сами многочисленные цветки на грозди цветка люпина. Здесь что важно знать? Мазок кисти, которым мы пользуемся, это линия. Линия от точки до точки. Когда мы хотим получить более тонкую линию, мы оказываем меньшее давление на кисть. Когда мы хотим получить более толстую, широкую линию, мы оказываем большее давление на кисть. Соответственно, в некоторых местах мы работаем со всем кончиком кисти для получения тонких и аккуратных линий. Если же вам трудно работать с самым кончиком кисти, то возьмите как можно более малую по размеру кисть. Малая кисть и воды много на себя не возьмет, потому что в данном случае очень важно, чтобы воды много на кисти не было, чтобы ничего не потекло. Нарисовав ветки и
стебли и веточки, на которых держатся цветки. Не делайте очень много, не надо прорисовывать все подряд очень детально. Просто мы должны показать, что они, собственно говоря, там имеются. Здесь тоже не забывайте часто пересекать их между собой. В некоторых местах можно просто даже обозначить намеки на них точками. И теперь, когда краска на листьях уже подсохла, но не до конца, чтобы новый слой краски органично вписался в предыдущий, мы берем темно-зеленый цвет и кончиком кисти проводим вот такие прожилки, которые стремятся к единому центру. Это и будут наши последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, что еще вы хотите нарисовать.